Здравствуйте! Давайте испечем настоящий ржаной хлеб. Сначала опара. В миску вливаю 250 мл чистой сырой воды. Добавляю 1 ложку закваски. Для удобства перемешиваю миксером. Засыпаю 200 грамм ржаной муки и снова перемешиваю до однородного состояния. Разравниваю ложкой и накрываю крышкой, чтобы опара не заветрилась, убирая в теплое место на 12 часов. Опара готова. Она имеет характерный кисловатый запах, а внутри наполнена пузырями. Тесто. Наливаю 250 мл сырой воды. Добавляю чайную ложку соли и 2 ложки меда. Мед должен обязательно быть засахаренным. Включаю огонь и размешиваю до полного растворения меда. Мед я кладу всегда. Он придает хлебу необычайный аромат, при этом не делая его сладким. Получившийся сироп имеет температуру градусов 40. Можно проверить рукой. Вливаю в опару и размешиваю миксером. Засыпаю 500 грамм муки и снова перемешиваю до тех пор, пока миксеру легко. Как только он начал напрягаться, довожу до однородной массы вручную. Для удобства съемки тесто готовил в пластмассовой миске. Обычно готовлю в стекле по ряду причин. Итак, ржаное тесто очень липнет к рукам. Чтобы это минимизировать, надо периодически смачивать руки водой. Вынимаю тесто, перекладываю его в стекло и хорошенько обминаю. У ржаного теста есть одна особенность. Оно любит тепло и влажность. Накрываю крышкой и ставлю в миску с теплой водой, примерно 40-50 градусов на 1,5 часа. Тесто поднялось. Вытаскиваю из миски с водой, она больше не нужна. Ставлю чугунную сковороду и вырезаю по размеру бумагу для выпекания. Бумагу рекомендую брать с антипригарным покрытием. Вкладываю бумагу в сковороду и разравниваю. Смачиваю руки водой, вынимаю тесто. Теперь его нужно правильно обмять. Дрожжевые бактерии в процессе работы вырабатывают углекислый газ. Им становится нечем дышать, и они отчасти погибают. В связи с этим тесто меньше поднимается и выпечка не такая пышная, как хотелось бы. Кстати, этот метод попробуйте на пшеничной выпечке, вы будете приятно удивлены. Поэтому правильно обминать – это не уменьшать в размерах, а насытить тесто кислородом. Видно, я как будто схлопываю тесто. Делаю так примерно 5-6 раз и формирую шар. Шарик укладываю в форму и приминаю по краям, придавая тесту форму линзы. Далее беру сито и слегка присыпаю тесто мукой. Делаю это для того, чтобы тесто, когда поднимется, не прилипло к крышке. Не забываем, что ржаное тесто любит тепло и влагу. Для этого накрываю крышкой и ставлю на плиту примерно секунд 15-20 на большой огонь. Затем снимаю с огня и жду 1,5 часа, пока тесто снова поднимется. Тесто подошло. Теперь все просто. Снимаю крышку и в разогретую до 250 градусов духовку на 20 минут. Затем 40 минут выпекаю при температуре 200 градусов и 20 минут при 180. Хлеб готов. Вынимаю из формы и снимаю бумагу. Теперь его следует завернуть в полотенце и дать настояться часов 12. Приятного аппетита! Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Хоббийность.